Приветствую всех на канале «Замуж в Индию». Сейчас я буду стараться, как было раньше, снимать видео в положительном ключе. Да, мне очень приятно, что многие из вас нашли возможность, нашли способ сообщить мне, что вам мои видео нужны, что они приносят положительные эмоции, радость. Поэтому, несмотря на трудности, я буду стараться по возможности снимать видео. А мы вот сегодня вот такой вот интересной компанией, вы видите, Парам, вон Насим и Артур пришли на рыбалку. Надеемся поймать рыбу к ужину, ну или просто интересно провести время. Дело в том, что сейчас вообще нет бизнеса, туристов нет. Ну, в принципе, в это время их никогда обычно и не бывает, потому что сейчас период экзаменов. У Артура, кстати, тоже. И, кстати, по поводу экзаменов я уже вам говорила в одном из своих прошлых видео. Напомню сейчас, у него сейчас по 11 предметов экзамены. После этого будет короткий перерыв или 10 дней каникулы, и ребенок пойдет у нас во 2 класс. Так, вы видите, мужики готовят удочки. Артур, кстати, сегодня уже сдал экзамен. 8:30, представляете, как рано у нас начинается. Ну и примерно час-полтора продолжается, пока не закончат дети. Потом их отпускают. Ну и, соответственно, видите, сколько времени свободного у нас остается. В 4 часа у Артура хорс-райдинг. И потом у него еще занятия дополнительные, подготовка к экзаменам. А вот днем решили, видите, сходить на рыбалку, провести время с пользой. Вот видите, Насим тоже удочку делает. Интересно это все происходит у них, у индийцев. А сейчас, пожалуйста, посмотрите небольшой сюжет о нашем походе на первый экзамен. Смотрите, идти примерно 40 минут, и дети не упускают возможность повторить, подготовиться еще раз напоследок к экзамену. Наш абсолютно не волнуется, не переживает, ничего не повторяет и использует это время для того, чтобы пообщаться с папой. Знаешь, что я сейчас подумал? Вот почта. Вот здесь. Может, я пришлю нашим бабушкам и дедушкам и нашим друзьям дорогим письмо. Да, вот еще Вайбао. Вайбао как бы считается одним из лучших учеников. Тоже, видите, идет спокойный, ничего не повторяет. Так вот, ну и сейчас они так вот построятся, прочитают молитву, потом споют гимн и пойдут сдавать экзамены. Да, мы сейчас очень много занимаемся. Я занимаюсь с Артуром, потом вот эти вот дополнительные занятия, экзамены. Но, несмотря на загруженность, мимо нас не смогло пройти очень важное событие, которое произошло совсем недавно у нас в поселке, у нас в Матаране. У нас в Матаране снимали кино. И надо отметить, что у нас здесь в Матаране достаточно часто снимают кино. До пандемии мне даже посчастливилось сняться в коротком эпизоде. Современное платьечко. Мне его сверху задрапировали шалью. На голову шляпку. Ну и все, образ готов. Британка ты к себе в шляпке. А мой партнер по фильму, ну, конечно, это громко сказано, но все-таки он же есть мой партнер, оказался очень приятным парнем. Вот, ну и сейчас мы тоже решили полюбопытствовать, пошли на локации, где проходят съемки, посмотреть на знаменитых актеров, ну и вообще интересно, как это все происходит. Ну и не буду лукавить, решили попытаться предложить себя в качестве актеров. Ну, посмотрите, пожалуйста, сюжет об этом. Вы видите, сейчас здесь поставили множество декораций. Дело в том, что сейчас у нас в Матаране снимают фильм, ну, точнее сериал. И мы сюда пришли, интересно было посмотреть вообще, как проходят съемки, и заодно, возможно, попытаться самим поучаствовать. Ну, во всяком случае, за спрос в глаз не бьют, спросить, может быть, им нужны вот такие вот герои, как я, Артур, может быть, даже Парам. Так, вот, смотрите, Парам.
वो सब 250 बुलाता है जिनको Парам जरूरत все-таки है, решил बुलाता попытаться и с этим No, мужчиной for you, поговорить. А? Ну? for Arthur, no small baby. А, ну, значит, вот этот мужчина здесь просто охраняет декорации, пока все пошли на перерыв отдохнуть. Он здесь है। जब जरूरत हो तो следит за тем, чтобы не растащили все эти вкусняшки. Это настоящие, кстати, не бутафория. Вот даже Артуру достался пакетик. С чем, Артур? Что там у тебя? कहाँ क्या चाहिए Так, эта палатка тоже не настоящая. Представьте, Артур подошел, говорит, что я хочу лемон джус, ну, лимонный сок, лимонад. А говорит, нет, мы не делаем никаких лимонадов. Мужчина этот говорит, это тоже бутафория. Хотя мог бы пока стоит тут ждет. Ничего не делает, мог бы и подзаработать. Так, сейчас пришли на другую локацию. Здесь тоже идут съемки. В общем, снимать здесь даже не разрешили. Не то, что сниматься. Больше того, нас вообще прогнали. Не мешайте, говорят. Ну, тут много таких, как мы, зевак. Но всех прогнали. Парам, which famous actors Raj play? Babbar. А? Raj Babbar. О, это они, актеры? Ну, ну, это актеры, то есть это, ну, как бы не те, что Парам назвал, но вон, видите, девушка какая симпатичная. Парам мечтает сфотографироваться со знаменитыми. If they're coming now. В общем, ребята, это не просто сериал, а сериал, который показывают на Ютубе. उसको बुलाओ Зрители платят деньги, то есть это платный контент. वीडियो नमस्ते Так, ну и что же было дальше, спросите вы, после того, как нас так беспардонно подвинули? Парам сразу же сказал, пойдем домой, короче, все, мне здесь не нравится. Ну, а я настояла на том, чтобы мы все-таки подождали и предложила Параму найти какого-то такого вот второстепенного актера, взять у него автограф, сфотографироваться с ним. Ну и, в общем, по моему замыслу, после вот такого вот супер внимания, он с удовольствием должен был походатайствовать в том, чтобы нам дали какую-то небольшую роль в массовке. Да, я решила проявить настойчивость, потому что кроме того, что это безумно интересно поучаствовать в съемках, ну и плюс еще это реальная возможность заработать. И как раз вот в этот момент мой глаз падает на мужчину с микрофоном, и я вспоминаю, что я его видела этим утром, когда возвращалась вместе с Артуром со школы. Представьте себе, в тот момент он стоял на главной улице среди толпы местных жителей, туристов, и он очень-очень сильно выделялся из толпы. Его невозможно было не заметить. Но в тот момент я, естественно, не знала, кто он такой. Колоритная внешность, бешеная энергетика. Такие люди не остаются незамеченными. И, что очень важно, я уверена в том, что и он на нас в тот момент обратил внимание. То есть произошел такой вот коннекшн. Ну, почему он обратил на нас внимание? Ну, согласитесь, как бы для такого вот небольшого поселка это достаточно необычно увидеть мальчика, школьника, явно местного, который идет за ручку с иностранкой, которая одета в европейском стиле, еще и в солнечных очках. То есть, естественно, он нас запомнил. Ну и, в общем, в этот момент, я говорю, когда мы уже увидели его тогда, вот именно на съемках, я говорю, Парам, пожалуйста, обратись именно к этому мужчине, обратись к нему с просьбой дать нам какую-то роль. Джей Ди, так он нам представился. И он оказался режиссером этой картины. И самое приятное то, что он сразу же нам сказал, что не волнуйтесь, ребята, для вас у меня есть роль, причем не только там для Артура или для меня, а для всей семьи. Вы все поучаствуете в этом фильме. Вот, ну и как мы договорились, пришли в назначенное время, в назначенное место. Это был отель, который они арендовали специально для съемок в античном стиле, еще построенный много лет назад британцами. Вот, и пришли мы в 6:30 вечера, как нам и сказали, а закончили съемки, на минуточку, в 2 часа ночи, а дома мы были в 3 часа ночи, а в 6 утра нам уже вставать с Артуром на экзамены. Конечно, мы очень сильно устали, но все равно воспоминания только приятные. Сейчас, Парам, кам.
Пусть Парам тоже рядом со мной стоит и делится впечатлением. Просто мне так понравилось. I said, I'm very glad when we came. Когда мы туда пришли, знаете, мы такие в этот отель такие встали скромненько, где-то под стеночкой в уголочке такие стоим, не знаем, что делать. И в этот же момент подходит к нам этот JD, when he came to us, and he, ну, то есть он узнал нас, сразу подошел, знаете, такой именно представил нас там некоторым людям, своему ассистенту, то есть посадил нас за столик, говорит, что ну, придется подождать, то есть в 6:30, а съемки начались аж в 8:30. Короче, вот это вот все время он нам, ну, как бы уделял периодически какое-то внимание, там, то есть другие люди к нам подходили, угощали там кофе, что еще... сам снэкс, то есть постоянно нас чем-то угощали, то есть нас предупредили, что съемки будут проходить долго, мы, ну, как бы, знаете, раз уже пришли, то есть не хочется подводить. Ну и, кстати, тоже, ну, как бы, как сказать, наш уже друг JD, не хотелось его подводить, и мы практически, я практически там ничего не снимала, ну, знаете, было бы неприятно, если бы нам там делали какие-то замечания, поэтому там пару, совсем чуть-чуть коротких видео мы сняли, но неудобно мне было, поэтому, к сожалению, только на словах в основном делюсь с вами всеми этими впечатлениями. Так, ну а по поводу актеров, ну самое most famous, which one? Raj Babbar. Радж Бабар. Ashutosh Kulkarni. Atul Kulkarni and Asha Julka. Аша Джулка, это ну, такая вот женщина, ей 49 years, да, 49 лет. Но мне она очень понравилась, знаете, такая красивая женщина, роскошная, знаете, вот как хочется на нее смотреть, любоваться, то есть в ней какая-то чувствуется глубина. А представьте себе, Парам, он говорит, да, красиво, а он мне говорит, да не, ничего такого прям супер красивого, говорит, вот лет 15-20 назад она была красивая, но я не смотрела ее фильмы, потом уже дома я посмотрела фото и увидела, что ну, это совершенно другой человек. То есть 15-20 лет назад она была, знаете, такой вот миловидной. То есть она очень, ну, как бы изменился, можно сказать, типаж. Вот в Индии любят вот таких, you like some like cute, да? Yes. Вот они, индийцы, любят таких вот, как бы, да, вот миловидных девушек, когда такие вот щечки пухленькие, губки, такой вот искрящийся взгляд. Но это все привилегии молодых девушек. А с возрастом, к сожалению, это безвозвратно уходит. Вот, ну и поэтому, соответственно, у Парама, ну, как бы другие ассоциации, ну, а я, как бы, можно сказать, ее первый раз увидела, и, ну, для меня это красивая, очень красивая женщина, и она, знаете, такая актриса, которая даже в перерывах остается быть актрисой, то есть она постоянно находилась в каком-то образе, в какой-то, знаете, вот такой вот, как в капсуле, и на нас практически она даже не обращала внимания, не смотрела, тогда как другие актеры нам очень часто там улыбались, даже вот which woman, what's that woman name who talk, Артур? That one I don't know name. Одна актриса, ну, то есть Парам говорит, что я забыла ее имя, фамилию, но она достаточно известная из штата Гуджарат и часто снимается в сериалах. Так вот, она даже к нам подошла там и, знаете, вот как обычная индианка такая, что-то там, знаете, с Артуром, ну, что-то ему сказала, и так, знаете, она мило улыбнулась, мы им как-то проконтактировали. Это вообще настолько все было классно, столько классных вообще безумные впечатления у меня остались. So did you like this all? Yes, very like. Парама, this is your first experience. Парама, это был самый первый случай, когда он поучаствовал в съемках кинофильма. No, I think this is not last, да, и надеемся, что we hope more. They're very, very open, Да, like у нас our теперь family. будет How you семья found актеров. for me? Ну вот, собственно, наша роль. Сидим за столиком всей семьей. Смотрите, передо мной бокал поставили с каким-то, ну, как бы, типа алкогольным напитком, потому что бокал явно не для сока там или для какой-то там кока-колы. Вот, а у Парама, смотрите, стаканчик с соком, ну, якобы с соком. Вот, и вот такое вот, смотрите, барбекю. Здесь панир с перцем. Шашлычок такой. И вон там еще тоже 2 столика, где сидят такие же, как мы, актеры. А за этим столом, ну сейчас тут сложно разглядеть, главные герои сидят. Артур уснул, но все равно снимали, я не знаю, может быть, их Парама с Артуром вообще не сняли на видео или что, в общем.
Мы говорим, что нам будить ребенка, дайте нам стол, но ничего не дали, и команду будить тоже не дали. А Артур вместе с Насимом реально пришли на рыбалку. А не так, когда вот мы, допустим, я видео снимаю, Парам пиво пьет. Мы взяли с собой еды. Я говорю: Артур, давай кушай. Он говорит: нет, мама, говорит, это не пикничок. Я пришел сюда на рыбалку. И, соответственно, если ничего не поймаю, то и есть ничего не буду. Посмотрите, как здесь красиво. Это наше озеро, но я его уже много раз показывала, но, может быть, кто-то из вас его не видел. Это у нас уже вторая локация. Сейчас посмотрите, пожалуйста, видео, куда мы в первую очередь пришли рыбачить, неудачно пришли. Где как тщательно моет с каким-то моющим средством. Под музычку. Клиентов все равно нет сейчас, туристов практически нет. Матаран пустой, одни только местные, и поэтому можно заняться чем-то полезным и приятным. Смотрите, какая собака, далматинец. Вот видите, маленькие мальки, и сейчас Артур постарается ситочком. Артур, покажи свое ситочко, а? Покажи сито, вот. Это сито для чая. Подкармливает Насим тестом. Ну, Насим сказал, что он профессионал. Сейчас мы проверим. Говорит, что он у себя в поселке часто занимается рыбалкой. Парам подкормил, мил туда. Наплыло много мальков. Все, да. Ну, ван, и хватит. Ну, поймал и выпрыгнул. Долго живет, но все равно там топливо должно быть закончено. Ну, через это займет пару миллиардов. Видите, как Артур идет с уловом, 4 рыбины, и он их просвещает, рассказывает им. А к чему вообще ты начал этот рассказ, Артур, про солнце? Потому что они в теньке жили, под водой, там же нет шанса. Ого. Артур, хвастайся своим уловом. Какой-то грустный. Сейчас, ну-ка, рассказывай. Я грущу, потому что рыбки все улетели. Только Так они у тебя еще и летающие? Ну ладно, давай какую поймал, показывай. Ого. Как называется? не знаю. What name, Arthur? I don't know. Ну все, мои дорогие, будем прощаться. Надеюсь, что вам было интересно. Самое главное, надеюсь, что вы смотрели мое видео с улыбкой, и оно хоть немножечко, хоть капельку подняло вам настроение. Держитесь, друзья. Я вас люблю, целую, обнимаю. До свидания, до новых встреч. Пока-пока. Bye. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет еще много всего интересного.